Они вошли в четвертую операционную не через дверь, а будто через чужую судьбу. Сначала погас верхний свет. Потом в коридоре завыла тревога, красная, рваная, похожая на пожар в старом клубе. За матовым стеклом мелькнули тени. Металл ударил о металл, и санитарка Зоя Михайловна, стоявшая у тележки, без звука осела на пол. Анна Корнеева, ординатор первого года, держала зажим так крепко, что побелели пальцы. На столе лежал мужчина лет 45 с пробитым боком. Его привезли без документов, под видом дорожной аварии. Но ни одна авария не оставляет на теле следы от армейской разгрузки. Профессор Вадим Соколов стоял у раковины. Еще минуту назад он раздраженно поправлял маску и требовал не путать шовный материал. Теперь он медленно поднял руки. Человек в черной маске навел автомат на операционный стол. Никто отсюда не выйдет, пока он не будет жить. В мониторе ровно пищало сердце. За стеной кто-то закричал. Анна вдруг поняла. Если дрогнет ее рука, умрет не только пациент. Больница стояла на окраине Мулино, за серыми пятиэтажками и голыми тополями. Ночью она казалась не лечебницей, а последним освещенным домом посреди зимней пустоты. Ветер нес мелкий снег, стекла дрожали от порывов. Анна приехала туда после Нижнего Новгорода. Не по распределению, а почти по наказанию. В столичной клинике ее сочли слишком упрямой, слишком прямой, слишком не умеющей молчать перед начальством. Здесь же таких качеств никто не называл достоинством. Профессор Соколов был легендой военной хирургии. На его стене висели благодарности, фотографии с генералами, часы от министерства. Он принимал Анну холодно, как принимают лишний стул в тесной кухне. «Сначала научитесь не мешать, Корнеева», — говорил он при сестрах. Этой ночью он должен был делать операцию сам. Анне поручили инструменты и молчание. Но теперь профессор стоял мокрый от пота, хотя в операционной было прохладно. Маска съехала с носа. Его взгляд бегал между оружием, пациентом и металлической дверью. Анна впервые увидела, что громкая слава может оказаться тоньше бумажной салфетки. Главный среди вооруженных людей снял перчатку и положил на стол маленький черный футляр. Пальцы у него были обожжены, ногти сломаны, но движения оставались спокойными. «Внутри его раны предмет», — сказал он. «Его надо достать целым». Соколов сглотнул. Он пытался говорить властно, но голос сорвался. «Я хирург, а не сапер. Вы не понимаете, что творите. Мы понимаем больше, чем вам хотелось бы». Один из людей закрыл жалюзи на внутреннем окне. Другой проверил дверь в стерилизационную. Снаружи уже слышались тяжелые шаги охраны, короткие команды, где-то внизу хлопнул выстрел. Пациент застонал. На его груди виднелась старая татуировка. Не грубая лагерная синь, а выцветший знак разведывательной бригады. Анна заметила это случайно, когда сестра приподняла простыню. Мужчина был не случайным раненым. И те, кто его принес, тоже не были уличными бандитами. Соколов шагнул к столу, взял скальпель и сразу уронил его в лоток. Звук был мелкий, но прозвучал унизительно громко. Главный повернул голову. «Доктор, у нас нет времени на ваше достоинство». Профессора поставили к пациенту. Автоматный ствол уперся ему в затылок, но даже это не заставило его собраться. Он смотрел на разрезанный бок так, будто видел открытую могилу. Анна вспомнила, как днем Соколов отчитывал медсестру за пятно на халате. Он говорил о дисциплине, о чести, о старой школе. Сейчас его губы дрожали, и он шептал, что у него давление. «Я не могу», — сказал он наконец. «У меня рука онемела». Главный медленно подошел ближе. В его глазах за прорезью маски не было бешенства. Это пугало сильнее крика. «Тогда вы нам больше не нужны». Зоя Михайловна, сидевшая на полу, перекрестилась маленьким быстрым движением. Анна увидела это и почему-то успокоилась. Не потому что поверила в чудо. Просто в комнате оставалось что-то человеческое. Она вышла из-за столика с инструментами. «Уберите оружие от его головы». Все посмотрели на нее. Даже пациент, кажется, на секунду открыл глаза.
«Он сейчас испортит сосуд», — сказала Анна. «Если хотите, чтобы ваш человек выжил, операцию буду вести я». Главный молчал слишком долго. «У меня одно условие. В этой комнате никто не стреляет». Анна сама удивилась своему голосу. Он был тихим, почти будничным. Так разговаривают в очереди в поликлинике, когда просят подвинуться. Только здесь рядом лежал человек между жизнью и смертью, а за спиной стояли автоматы. Главный поднял ладонь, и ствол у затылка Соколова опустился. Профессор отступил к стене, будто его отпустили из-под воды. На его лице мелькнула не благодарность, а обида. Анна это заметила и запомнила. «Как вас зовут?» — спросил главный. «Анна Сергеевна». «Я Дмитрий. Фамилию знать вам не надо». Он сказал это не грубо, а устало. Под маской слышалось тяжелое дыхание. Позже Анна поймет, он тоже был ранен. Тогда она увидела только темное пятно под ребрами на его куртке. Соколов вдруг прошипел. «Вы ординатор. Вы не имеете права». Анна повернулась к нему. Право сейчас лежит на столе и теряет кровь. Ей понадобилась секунда, чтобы надеть свежие перчатки. Пальцы слушались. Странно, но страх ушел внутрь. Стал ровным, как зимний воздух за окном. Именно тогда в операционной погасла половина приборов. Запасное питание включилось не сразу. Монитор мигнул, вытянул последнюю зеленую линию и ожил слабым светом. Вентиляция замедлилась. Красная лампа над дверью продолжала пульсировать, окрашивая лица в цвет старой крови. «Генератор должен был сработать», — прошептала Зоя Михайловна. Соколов стоял у стены и тер ладони, словно смывал невидимую грязь. Анна велела ему подойти. «Будете держать свет?» «Что?» «Телефон. Фонарик. Вот сюда». Он хотел возразить, но главный шагнул к нему, и профессор послушался. В его руке дрожал дорогой телефон в кожаном чехле. Луч прыгал по ране, по зажимам, по мокрой простыне. Анна попросила салфетки, отсос, зажим меньшего размера. Зоя Михайловна поднялась с пола. Ее колени тряслись, но руки работали точно. Такие сестры держат больницы крепче главных врачей. В глубине раны пульсировала крупная артерия. Рядом, почти вплотную, темнел металлический осколок. Не просто пуля, что-то тонкое с ровными краями. Анна почувствовала, как по спине проходит холод. Если предмет раскрошится, все происходящее станет уже не медициной. За дверью начались переговоры. Мужской голос из громкоговорителя требовал сложить оружие и освободить заложников. Слова звучали глухо, распадались на железные куски. Дмитрий не отвечал. Он стоял у стены, прижимая ладонь к боку. Один из его людей, молодой рыжеватый парень, все время смотрел на пациента. Не как на командира, как на старшего брата. «Давление падает», — сказала Зоя Михайловна. Анна кивнула. Она видела. На экране цифры нехорошо сползали вниз. Кровь уходила быстрее, чем удавалось ее остановить. Соколов держал фонарик все хуже. Луч уходил на край раны, потом на халат Анны. «Ровнее», — сказала она. «Не командуйте мной», — прошептал он. «Тогда помогайте». Эти слова ударили его сильнее приказа. Он вскинул глаза. В них была злость человека, которого застали без привычной брони. Анна вошла глубже зажимом. Металл почти касался стенки сосуда. Миллиметр ошибки, и кровь зальет все, как кипяток из прорванной трубы. В этот момент где-то за окном хлопнуло. В вентиляционную решетку ворвался серый дым. Дым пошел быстро, тяжелыми клубами. Он пах не пожаром, а химической горечью. У Зои Михайловны заслезились глаза. Молодой боец выругался и натянул маску. «Они пускают газ», — сказал кто-то у двери. Дмитрий ударил кулаком по стене. «Нельзя сейчас штурмовать». Анна не подняла головы. «Мне нужны маски. Всем, кто рядом со столом». Один из вооруженных сорвал с пояса защитный пакет и бросил ей. Зоя помогла закрепить маску поверх шапочки. Дышать стало трудно, слова превратились в глухие толчки внутри лица. Соколов отказался надевать свою. Он бормотал, что у него астма, что он задыхается. Но фонарик держал, и это было важно. Дым закрыл углы операционной. Мир сузился до круга света, до раны.
до металлического блеска у артерии. Анна перестала слышать угрозы, переговоры, собственное сердцебиение. Осталась только задача. Она попросила тонкий пинцет. Соколов вдруг наклонился ближе и хрипло сказал: «Не доставайте это. Вы не знаете, во что вмешались». Его голос был не испуганным, он был предупреждающим. Анна застыла всего на долю секунды. Этого хватило, чтобы Зоя Михайловна подняла глаза. Дмитрий тоже услышал. В операционной стало тише, хотя за дверью продолжали кричать. «Что вы сказали?» — спросила Анна. Соколов снова стал прежним, раздраженным и высокомерным. «Я сказал, работайте аккуратнее. Вы не на учебной практике. Но поздно». Интонация уже выдала его. Не страх за пациента звучал в тех словах. Страх за предмет. Анна продолжила. Осколок сидел глубоко зажатый тканями, будто тело пыталось спрятать его от всех. Когда пинцет коснулся металла, пациент дернулся. Давление упало еще ниже. «Держите его», — приказала Анна. Рыжий боец бросил автомат на столик с простынями и прижал плечи раненого. В его движении было больше заботы, чем грубости. Дмитрий подошел к Соколову. «Вы знали, что у него внутри?» Профессор молчал. Только фонарик в его руке дрожал все сильнее. Анна потянула осколок на себя. Он не шел. Еще немного усилия. И сосуд мог лопнуть. Она поняла, что придется расширять доступ, а времени почти не осталось. Решение было неприятным. Больший разрез означал больше крови, больше риска, больше следов на теле человека, который мог и не пережить ночь. Но другого пути не было. Анна попросила скальпель. Соколов вдруг подался вперед. «Нельзя. Вы его убьете. Если не расширю, он умрет через 5 минут. Вы не понимаете? Тогда объясните». Профессор посмотрел на Дмитрия, на вооруженных людей, на закрытую дверь. Его лицо стало старым. Не усталым, а именно старым, будто с него сняли кожу благополучия. «Этот человек должен был умереть до поступления», — тихо сказал он. Зоя Михайловна выронила салфетку. Рыжий боец побледнел. Дмитрий снял предохранитель. Щелчок прозвучал почти ласково. «Кто вам это сказал?» Соколов не ответил. Он только закрыл глаза. Анна не могла позволить этому разговору забрать пациента. Она сделала разрез. Кровь пошла сильнее, но теперь осколок открылся полностью. На его поверхности виднелась тонкая темная пластина, впаянная в металл. И Анна впервые поверила, что на столе лежит не пуля, а причина чьей-то измены. В комнате стало жарко, хотя отопление давно работало через раз. Дым оседал на плитке. На белом кафеле появлялись серые потеки, похожие на грязные слезы. Анна удерживала осколок пинцетом. Он был скользкий от крови. Еще одно движение, и он выйдет. Но Дмитрий неожиданно сказал: «Не передавайте его никому, кроме меня. Я врач, не курьер. Сегодня вы больше, чем врач». Его слова прозвучали не как комплимент, как груз. Соколов открыл глаза. «Корнеева, если вы умная, положите это в лоток и отойдите. Потом скажете, что выполняли приказы. Вам ничего не будет». Анна вспомнила свою мать, фельдшера из маленького поселка под Костромой. Та говорила: «Самое страшное — не когда давят сильные, а когда рядом молчат нормальные». Анна вытащила осколок. В этот миг монитор завизжал. Сердце пациента сорвалось в опасный ритм. Все забыли о предмете, даже Дмитрий. «Адреналин», — сказала Анна. «Быстро». Соколов стоял неподвижно. Он смотрел не на больного, а на окровавленный металл в лотке. Ритм удалось вернуть не сразу. Сначала тело раненого выгнулось, как доска. Потом осело, тяжело, безвольно. Анна работала механически. Препарат, давление, контроль кровотечения, шов на сосуде. Каждое действие тянуло из нее силы, которых утром еще не существовало. Когда сердце снова стало биться ровнее, Зоя Михайловна тихо заплакала. Без всхлипов. Просто слезы текли под маской, оставляя мокрые дорожки. Дмитрий снял с пояса маленький контейнер. «Положите сюда». Анна посмотрела на Соколова. Профессор вдруг изменился. Он перестал дрожать.
В его глазах появилась расчетливая ясность. «Вы совершаете преступление», — сказал он. «Передаете неизвестным лицам объект государственной важности». «А вы кто?» — спросила Анна. Он усмехнулся. «Человек, который спас больше жизней, чем вы увидите за всю карьеру». Дмитрий наклонился к нему. «И продал больше, чем имел право знать». За дверью послышался новый шум. Уже не переговоры, тяжелые удары, команды, лязг щитов. Штурм начинался всерьез. Анна зажала контейнер в ладони и поняла, теперь ее решение увидят все. Дверь содрогнулась от первого удара, старые петли выдержали. Больница строилась еще при Советском Союзе, тогда металл не жалели даже на внутренние створки. Дмитрий выставил своих людей полукругом, но оружие вниз не опустил. Анна увидела, как рыжий парень смотрит на нее. В его взгляде был вопрос: «Вы за нас или против?» Она не была ни за кого. Она была за человека на столе, за Зою, за санитарку в углу, за пациентов в соседнем корпусе, которые слышали выстрелы и, наверное, молились каждый по-своему. Соколов вдруг бросился к лотку. Он двигался неожиданно быстро. Анна успела отдернуть руку, но он схватил контейнер вместе с ее перчаткой. Дмитрий шагнул к нему, однако дверь снова ударили. От стены посыпалась старая краска. В щель под дверью пополз новый дым. «Откройте!» — кричали снаружи. «Ложитесь на пол!» Соколов прижал контейнер к груди. «Вы все не понимаете. Если это выйдет наружу, погибнут люди». Анна смотрела на него и впервые подумала. Может быть, часть правды действительно опаснее лжи. Профессор отступал к мойке, держа контейнер так, будто это была не улика, а сердце его собственной жизни. Дмитрий поднял оружие, но Анна встала между ними. «Здесь пациент». «Он украдет это», — сказал Дмитрий. «Если вы выстрелите, я не закончу операцию». Слова прозвучали жестче, чем она ожидала, но сработали. Дмитрий опустил ствол на несколько сантиметров. Соколов тихо засмеялся. Смех был короткий, некрасивый. «Вы думаете, он герой? Спросите, сколько своих он положил ради этого железка». Дмитрий не ответил. Его лицо под маской оставалось закрытым, но плечи напряглись. Анна уловила паузу. В ней было прошлое, о котором никто не хотел говорить. Не только предательство Соколова. Что-то грязное, давнее, замазанное рапортами и подписью начальства. «Кто лежит на столе?» — спросила она. Рыжий боец сказал первым. «Полковник Артем Воронцов. Он вывел нас из-под огня в Сирии. А потом нашел, кто слил маршрут». Соколов побледнел. «Молчите». Анна перевела взгляд на контейнер. Теперь предмет был уже не секретом. Он стал памятью о мертвых. За дверью снова потребовали открыть. На этот раз голос был другим. Старше, спокойнее, с привычкой отдавать приказы так, чтобы их выполняли до конца. «Дмитрий Орлов. С вами говорит полковник Громов. Передайте объект и сложите оружие». Дмитрий чуть повернул голову. Анна увидела, как напряглась его челюсть. «Не ему», — сказал он. Соколов воспользовался мгновением. Он резко бросил контейнер в раковину и потянулся к крану. Анна не успела, зато Зоя Михайловна ударила его по руке металлическим тазиком. Звук вышел страшный и смешной одновременно. Соколов вскрикнул. Контейнер отскочил на пол, покатился под столик с препаратами. «Простите», — сказала Зоя Михайловна тихо. «Рука сама». Анна подняла контейнер. Ее пальцы дрожали впервые за всю ночь. Снаружи голос Громова повторил требование. Соколов, держась за запястье, вдруг закричал. «Они захватили больницу! Они убьют всех! Штурмуйте!» Дмитрий посмотрел на Анну. «Теперь вы слышали достаточно». Но достаточно ли услышанного, чтобы выбирать сторону, Анна не знала. Операция еще не была закончена. Это удержало Анну от ответа. Нельзя спасать правду, оставив человека истекать кровью. Нельзя бороться за справедливость грязными руками, если эти руки должны шить сосуд. Она вернулась к столу. Дмитрий забрал контейнер, но не спрятал. Положил рядом, на виду как предмет, за который уже слишком многие заплатили. Соколов сел на пол у стены. Он больше не изображал профессора. Перед ними был пожилой человек с дорогими часами и пустым взглядом. Такой взгляд бывает у тех, кто долго оправдывал себя словами о необходимости. «Мне приказали», —
сказал он вдруг. Никто не спросил, кто. Сначала были отчеты, потом списки раненых, потом маршруты эвакуации. Все называли аналитикой, все подписывали наверху. Дмитрий сжал кулак. Воронцов нашел цепочку. Он хотел вынести это наружу. Он бы развалил не только меня. Анна шила молча. Каждая нить стягивала не только ткань. Она стягивала ночь, в которой привычные звания перестали что-либо объяснять. На мониторе давление начало расти, и вместе с ним рос шанс, что все доживут до правды. Штурм начался, когда Анна завязывала последний внутренний узел. Свет в коридоре вспыхнул белым. Дверь выбили почти без звука, профессионально, страшно спокойно. В операционную ворвались люди в броне. Лазерные точки легли на грудь Дмитрия, на рыжего бойца, на Соколова. На секунду никто не двигался. «Оружие на пол!» прозвучало сразу с 3 сторон. Дмитрий медленно положил автомат. Его люди сделали то же. Анна подняла руки, но Зоя Михайловна сердито сказала: «Да опустите вы, доктор! У вас шов разойдется!» Этот бытовой, почти кухонный голос остановил панику сильнее любой команды. Полковник Громов вошел последним. Лицо у него было сухое, серое, без выражения. Он посмотрел на пациента, потом на Дмитрия. «Где носитель?» Дмитрий молчал. Соколов поднялся, оживленный надеждой. «Полковник, эти люди вынудили меня участвовать. Девочка в истерике. Она не понимает». Анна сняла маску. Воздух обжег горло. «Я понимаю, достаточно. Пациент жив. Носитель существует. И профессор пытался его уничтожить. Громов посмотрел на нее так, как смотрят на помеху. Тишина после ее слов оказалась тяжелее выстрелов. Броня, маски, оружие — все замерло вокруг операционного стола, где под простыней дышал человек, еще не знавший, какую цену заплатили за его сердце. Громов протянул руку. «Передайте предмет». Дмитрий не двинулся. Анна увидела, что контейнер лежит у него под ладонью. Еще секунда, и его заберут силой. Потом исчезнут записи, протоколы, имена. Соколов снова станет заслуженным хирургом, Громов — человеком без пятен, а мертвые останутся ошибкой в папке. Анна сделала то, чего сама от себя не ожидала. Она взяла контейнер и положила его не Громову, а на грудь пациента поверх стерильной простыни. «Это изъято из тела полковника Воронцова», — сказала она громко, — «при свидетелях, в операционной, под запись камер». Она не знала, работают ли камеры после отключения питания. Но люди в броне переглянулись. Громов впервые моргнул. Рыжий боец вдруг назвал 2 фамилии погибших. Потом 3-ю. Дмитрий добавил еще одну. Соколов сел обратно на пол. В эту минуту правда перестала быть предметом. Она стала голосами. Утро пришло без торжества. Просто серый свет лег на разбитую дверь, на мокрый кафель, на бинты, выброшенные в красные пакеты. Снег за окном стал тише, будто ночь израсходовала весь запас злости. Воронцова увезли в реанимацию. Он был жив, но между жизнью и возвращением еще лежала длинная дорога. Дмитрия и его людей вывели под конвоем. Однако наручники на них надели не сразу. Анна заметила это и почему-то запомнила. Соколова увели отдельно. Он шел медленно, без прежней осанки. На пороге он обернулся к Анне. «Вы разрушили себе карьеру». Она хотела ответить резко, но не смогла. Усталость была сильнее злости. «Возможно», — сказала она. «Зато не пациента». Позже ей пришлось давать показания в кабинете главного врача. На столе стоял остывший чай, висел портрет старого маршала, пахло пылью и страхом. Все говорили осторожно. Все вдруг стали вспоминать инструкции. Анна подписала протокол и вышла в коридор. Там Зоя Михайловна протянула ей чистый халат. Молча. Как орден. Через месяц Анну перевели в другое отделение, подальше от военных комиссий и закрытых совещаний. Формально это называлось временной необходимостью. По коридорам шептались, что ее либо наградят, либо сломают. Она не стала героиней газет. О той ночи писали сухо. Чрезвычайное происшествие, предотвращена утечка, проводится проверка.
Фамилии почти не называли. В России многие правды сначала проходят через молчание, как через долгую зиму. Однажды в больницу пришло письмо без обратного адреса. Внутри лежала старая фотография. Воронцов, Дмитрий, рыжий боец и еще несколько мужчин у березовой посадки. На обороте было написано «Он дышит, значит, не зря». Анна долго держала снимок на кухне своей съемной квартиры. За окном гудели трубы, сосед ругался с телевизором, чайник щелкнул и замолчал. Жизнь возвращалась не красиво, а упрямо. Она поняла, мужество редко похоже на подвиг. Чаще оно похоже на усталого человека, который не отводит глаза, когда легче промолчать. И если в руках у тебя скальпель, это тоже оружие. Только оно создано не для смерти. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.